Здрасте, с вами я, кулинарная Эки Кям. И сегодня я буду делиться тонкостями полуэльфийской кухни. На днях я узнала о существовании скандинавского блюда под названием сэндвичный торт, сэндвич-кейк, также известного как бутер-торт. И, конечно же, решила его приготовить. Потому что оно объединяет три из моих любимых объектов – торт, вечеринку и бутербродики. В результате эксперимента я пришла к выводу, который выскажу в конце видео, ожидаемо. В скандинавских странах сэндвичный торт такой же традиционный, как шведские семьи и близкородственные связи. Когда в Швецию впервые завезли рецепт пиццы, то ее классифицировали как разновидность сэндвичного торта. В действительности же пицца – это открытый пирог, олицетворяющий приношение эльфийских дев-целительниц в жертву солнечному колодцу в эльфийской культуре мифриловой эпохи. Возможно, сэндвичный торт, в свою очередь, олицетворяет традиционное скандинавское погребение в формате корабля-костра, поэтому я бы советовала подавать его на селедочнице, овальном блюде, имитирующем ладью begravningsbål и под песни группы Roxette. Рецепт бутер-торта крайне прост. Берем нарезной тостерный хлеб. Надеюсь, у вас он есть недорогой в магазинах. Арийский белый тостерный хлеб, как самые кровосмесительные скандинавы. Раскладываем на несколько стопок квадраты потенциальных тостов и одним движением лишаем корочки каждую сторону. Корочки тостового хлеба отличаются от привычной вам корочки хлеба для нормисов, так что даже не думайте их выбрасывать. Соберите корочки тостового хлеба на удобную для запекания тару и побрызгайте их из пульверизатора оливковым маслом. Если у вас до сих пор нет кулинарного пульверизатора, то, скорее всего, у вас и мышка проводная. И, может, даже календарь на стене висит отрывной. Товарищи, четверть 21 века уже минула, так что, пока не поздно, переходите на новые технологии. Может, уже завтра их не будет в продаже, кто знает. А еще ставьте мне лайки и жмите колокольчик. Так вот, обмасленные, впрочем, без фанатизма, корочки можно посыпать солью и приправой на свой вкус. Например, чесночным порошком или хмели-сунели. А потом где-то 20 минут запекать при температуре где-то 200 градусов в режиме конвекции. Советую ставить их в непрогретую духовку и последние минут 5 переключить на гриль. Если же у вас газовая духовка, не отходите от нее далеко. Во-первых, нежные корочки легко перегреть, и лучше посматривать, как там у них дела. А во-вторых, я не хочу, чтобы вы заблудились в дремучем лесу. А хочу, чтобы вы ставили мне лайки и писали комментарии. Видите, уже второй раз попросила, значит, не притворяюсь. Готовые супер-пупер нежные скандинавские сухарики наполняют душу теплом и похрустывают, как поленья на погребальной ладье. begravningsbål Теперь, когда у вас есть освежеванные тостерные квадратики, выложите из 4 квадрат или из 6 прямоугольник, если предпочитаете классику. Потом можно просто смешать ингредиенты с картинки в блендере и очень мелко их нарезать. Лично я предпочла нарезать. И знаете что? По классике в каждый слой идет что-то вроде брынзы. Сметана, чайная ложка лимонной цедры и сок половины лимона. А в овощной слой идет целая луковица. Видимо, торт должен быть достаточно кислым, чтобы гости плакали. А потом
посадили на него хозяйку и подожгли. Поэтому на всякий случай стоит приготовить еще что-то, например, курицу на бутылке. Ну и можно, как я обычно делаю, сказать традициям: Давай, до свидания. ух, какой же это был год 14-й, и заменить половину ингредиентов на те, что нравятся вам лично. Вместо брынзы или кислых сыров, я считаю, лучше взять скандинавские плавленые сыры и намешать из них крем-чиз. Хотя сама я делала строго по традиционному рецепту, пока не закончился скоропортящийся сыр из квадратной упаковки, название которого я вечно забываю. Благодаря формату торта можно сжульничать и убрать из квадратов субстанции, которые не нравятся определенным гостям. Для этого нужно изменить порядок сборки. В оригинале предполагается сделать месиво за исключением огурцов. Больше того, за исключением огурцов, болгарского перца, морковки и лука, сэндвич-торт – это практически салат мимоза с прослойкой не из хлеба. Так что, если по какой-то причине кто-то из гостей не любит лук, или болгарский перец, или не ест рыбу по религиозным причинам, то можно не добавлять их в месиво, а выложить отдельно на конкретную половину торта, пометив ее сверху паприкой или овощными украшениями. А потом перепутать при нарезке и случайно накормить этих гостей неправильным куском торта. Вкратце, у скандинавов нижний слой – это овощи. Свеженная очищенная морковка, я так понимаю, тертая на терке, потом еще лук, болгарский перец и отдельно нарезанные огурцы колючками. Средний слой – это рыба, укроп и сметана, взбитые в намазку. Видимо, чтобы не было косточек. Верхний слой – вареные яйца, зеленый лук и горчица. А фростинг, то есть покрытие, которым обмазывают торт снаружи, это творожная основа с лимоном, которая и так идет в каждый слой, просто без начинки из рыбы, овощей и что там еще в этих слоях. Лично я не удержалась и, как заядлая лайфхакерка, добавила в фростинг желатину. И не пожалела. Но знаете, когда 5 или 10 грамм желатинового порошка заливают водичкой в стеклянном стаканчике, чтобы утром все впитал, но не более. Потом ждут 10 минут, пока набухнет, и секунд 20 топят в микроволновке до полного разжижения. Очень просто и эффективно, честно. Украшения из овощей, которыми положено декорировать этот бутерторт, намного лучше клеятся, если фростинг липкий и клейкий. Потом он застывает и становится просто гладеньким. К тому же, творожные крема внутри не обветрятся благодаря такому фростингу, и сам фростинг тоже не обветрится благодаря желатину. И не нужно никакой дурацкой пищевой пленки, потому что в рецептах она всегда есть. Ну ладно бы еще колпаком накрывали. Благодаря желатину не нужно. Ставим это чудо на 12 часов пропитываться. И потом, наконец, подаем гостям. А эти гости говорят: «А фу, я это есть не буду, там укроп. Тут нет зеленых оливочек, и лук не маринованный, и вообще он есть. И рыба не шпроты, я люблю шпроты. И сыра слишком много, он жирный, у меня живот болеть будет». А он не жирный сыр, он не жирный, Настя, это ты жирная, а сыр диетический, -5. И тут я вспомнила, какую же историю с классическим советским слоеным закусочным тортом мне рассказывала мама. Это практически то же блюдо, вот практически. Его тоже пропитывают 12 часов
Ну, вместо нежных скандинавских булок суровые коммунистические кукурчатые коржи слоеные. Вместо крем-чиза по всему торту был, закусочному советскому, был нежирный майонез. Или сливочное масло, если майонез было не достать или лень готовить. Если кто не в курсе, майонез можно самим приготовить. Слои были отдельно, с тертым копченым сыром, с маринованным луком и сдавленной консервой. Впрочем, что за глупости, если слои всегда отдельно и в то же время вместе, на то они слои. О чем я думала, когда это писала? Ага, из украшений был зеленый лук, выращенный на подоконнике. И знаете что? Оба закусочных блюда можно разбирать по слоям ручками и ручками же и кушать. Оба блюда могут прокормить компанию человек на 6. И оба мне нравятся безмозглым курицам. Так что я придумала собственный рецепт, пока что теоретически. Но посмотрим, всему свое время. Я сделаю так. Квадратики толстого хлеба освежую, пожарю в гренки и выложу из них квадрат или прямоугольник в зависимости от числа гостей. Основой для намазки будет сразу фростинг. Но вместо крем-чиза или плавленного сыра он будет из нежирного майонеза, 40%, и смеси натертых на мелкой тертке в пропорции 1:1 копченого колбасного сыра и маасдам. Почему маасдам? Потому что он пахнет причудливо, знаете, как чеддер, но не такой дорогой и банальный. Еще я выдавлю туда зубчик незлого чеснока. 3 слоя совсем не нужно такому торту, потому что достаточно слоя из давленной консервы, например, сардин или шпротов. Учитывая драматичное падение качества сардин на территории РФ, это будут шпроты. Вторым слоем вареные яйца, потому что все любят яйца. А еще я нарежу туда огурцов, чтобы быть оригинальной и свежей, как огурцы. Добавлять или нет туда зеленый лук решу по ходу дела. Пока что слоя 2, как видите. И все более чем достаточно. Если каким-то чудом у меня будут лишние деньги, то на верхний слой положу не только маринованный лук, но еще и жареную курицу. Филе, разумеется. Причем не грудинку. Именно няжные бедрышки. Почему маринованный лук нужно класть сверху? Потому что, если положить сверху шпроты, то гости слопают верхний слой, а остальные останутся скучать. Если положить сверху яйца, то они обвекаются. А маринованный лук многие не любят. Так что, во-первых, вы сэкономите на недостойных гостях и больше останется вам. А во-вторых, достойные гости просто снимут верхний слой, если им так не нравится маринованный лук, и скушают все, что под ним, без особых моральных травм. Назовем этот закусочный бутерторт эльфийско-советский закусочный крат. А? Каково? Концептуально. Осталось только дождаться, когда у меня будут деньги и вечеринка. Точно, конец. С вами была я, Китян. И сейчас я выздоравливаю. Извините, что меня долго не было. ОРЗ замучила. Пришлось очень много всего сосать. Это мне и помогло. И то пока что не до конца.
Та-та-та-рю-рю.